Сара всегда обожала своего золотистого ретривера Макса за его преданность и игривость. Она жила одна, и Макс был ее единственным компаньоном. Однажды солнечным днем, выводя Макса на прогулку, она заметила нечто необычное. Рот Макса был обернут пластиковым пакетом, и внутри что-то шевелилось. Сара не поверила своим глазам, когда заглянула внутрь. Но ветеринар хотел сказать что-то еще. Вскоре после того, как Сара приехала к ветеринару, она попыталась сама вытащить пакет изо рта Макса, но он продолжал отпрыгивать назад и убегать от нее. Он даже зарычал на нее, чего раньше не делал. Она только надеялась, что ветеринар сможет безопасно вынуть пакет изо рта Макса. Ветеринар бросил один взгляд на животное, и его глаза расширились от шока. «Отойди!» — крикнул он своему помощнику. «Беги, спасая свою жизнь!» Сара была очень смущена. Что здесь происходило? С чего бы ветеринару говорить что-то подобное? Она боялась, что ее собака в опасности, но что было внутри сумки? Почему Макс не хотел отпускать сумку, и почему ветеринар сказал что-то подобное? Нелегко было жить одной в сельской местности. Вот почему Сара решила купить себе собаку. К счастью, она быстро нашла нового компаньона, когда поехала навестить своих родителей в город. Она проходила мимо приюта для животных и увидела самого красивого золотистого ретривера, которого она когда-либо видела. Его шерсть была блестящей и чистой, а карие глаза смотрели прямо ей в душу. Она ни за что не смогла бы оставить пса дома, поэтому немедленно усыновила его. Ему было примерно 2 или 3 года, и его нашли на улице всего несколько недель назад. Она назвала собаку Максом в честь своего дедушки. Поначалу все шло гладко. Макс быстро понял, что находится в безопасном доме, и его личность начала расцветать. Однажды, прогуливаясь по лесу, как делала каждое воскресенье, она потеряла Макса из виду, когда он бегал вокруг. Она не придала этому особого значения, так как он делал это гораздо чаще. Она всегда могла услышать, где находится Макс, либо по шелесту листьев, либо по улетающим птицам, либо по его лаю, который раздавался примерно каждую минуту. Но внезапно наступила мертвая тишина. Было слышно только радостное щебетание птиц на деревьях. Сара начала беспокоиться. Где был Макс? Она начала выкрикивать его имя и проверять его обычные укрытия, но его нигде не было видно. Но по-прежнему никакого ответа, даже легкого лая. Где он мог быть? Темнело, и если и было что-то, что Сара ненавидела, так это прогулки по лесу в кромешной тьме. Она поспешила домой, ее сердце бешено колотилось в груди. В ту ночь Сара долго ворочалась в постели. Обычно Макс лежал, свернувшись калачиком, рядом с ней, так что кровать казалась пустой. В конце концов ей удалось немного поспать, но как только взошло солнце, она вышла на улицу и стала искать его. Она нашла следы Макса в грязи и смогла проследить их. Затем, пройдя около мили, она услышала какой-то звук. Это было не похоже на Макса, но она увидела вдалеке его белый мех. Подойдя ближе, она увидела, что ее пес сидит на земле совершенно неподвижно, как будто его заморозили. У Макса что-то было во рту. Сара нахмурилась и сделала шаг вперед, чтобы выхватить предмет изо рта Макса, но пес отскочил назад. Сара замерла и не торопясь рассмотрела предмет поближе. Действительно ли это было то, о чем она подумала? Внутри было живое существо. Она должна была быстро помочь животному, иначе оно могло задохнуться в мешке. Но затем животное высунуло голову из маленького отверстия. Сара испытала облегчение, увидев, что животное может дышать, и теперь она также могла видеть, с каким животным они имеют дело. Это была маленькая утка, животное, которого она раньше не видела в этой части леса. Сара опустилась на колени, разглядывая крошечное существо, уютно устроившееся у нее на ладони. Тихое кряканье утенка было едва слышно, его маленькие крылышки заметно поникли. Сердце Сары жалось от боли, когда она задумалась, Макс причинил тебе вред, или в игру вступила другая невидимая болезнь. Продолжая держать на руках хрупкого утенка, Сара почувствовала тепло, исходящее от ее сердца. Она успокаивающе прошептала, обещая маленькому существу, ты больше не одинок. Мы пройдем это путешествие вместе. Связь между ними усилилась, заставив Сару задуматься, Макс, есть ли в этом утенке что-то, что ты чувствуешь, чего нет во мне? В нескольких шагах от себя Сара заметила отчетливую тропинку, ведущую сквозь густой подлесок. Всплыли воспоминания о близлежащем озере, и идея укоренилась. Возможно, этот путь дал бы ответы на вопросы о происхождении утенка.
Выйдя на берег озера, Сара была встречена тревожащим спокойствием. Поверхность воды отражала небо, не потревоженное дикой природой. Детский смех из ее воспоминаний и кряканье уток исчезли, сменившись навязчивой тишиной. Поведение Макса заметно изменилось у кромки озера. Его игривое поведение исчезло, сменившись видимым дискомфортом и настороженностью. Беспокойство Сары усилилось, когда она попыталась успокоить его, сказав: «Я знаю, что что-то не так, Макс. Давай разберемся с этим вместе». Озеро, некогда бывшее приютом счастья, нашептывало истории о переменных и еще не раскрытых тайнах. Солнце начало садиться, погружая лес в объятия сумерек. Тени удлинялись, и беспокойство Сары росло. Она знала об опасностях, которые могла принести с собой ночь. С утенком, надежно прижатым к ней, и Максом, настороже, она ускорила шаг, настоятельная необходимость добраться домой в целости и сохранности подталкивала ее вперед. Сара решила докопаться до истины, зная, что завтрашний день станет днем открытий. С предвкушением Сара подошла к местной ветеринарной клинике, знакомому зданию из красного кирпича, в котором Макс уже несколько раз лечился. Она вспомнила о круглосуточном ветеринаре скорой помощи на другом конце города, но огромная плата за неотложную помощь не давала ей покоя. «Стоит ли оно того?» – спросила она вслух, представив скудные сбережения в своей баночке дома. Слабое кряканье утенка было всем ответом, в котором она нуждалась. Не было слишком высокой цены за жизнь. В мягко освещенной палате клиники доктор Грант, опытный ветеринар, осторожно осмотрел утенка твердыми руками и проницательным взглядом. Поначалу состояние молодой птицы показалось ему озадачивающим, но не вызывающим тревоги. Внезапно доктор Грант застыл, слегка отодвинувшись назад, его глаза расширились, и его уверенное поведение мгновенно улетучилось. «Эвакуируйтесь», — хрипло прошептал он медсестре у двери. В палате началась бурная деятельность, медсестры засуетились, нажимая кнопки тревоги и делая срочные звонки. Сара, сжимавшая пустую коробку, почувствовала растущее чувство страха. Двери клиники закрылись. За ними с громким щелчком подъехал фургон с логотипом городского департамента здравоохранения, и из него вышли мужчины в защитных костюмах, каждое их движение было размеренным и методичным. Они вошли в клинику, оставляя за собой шлейф перешептывающихся опасений. Ситуация явно была более серьезной, чем кто-либо мог себе представить. К Саре подошел офицер с суровым лицом. «Мэм, нам нужно знать, где вы нашли утенка», – потребовал он. Сара рассказала о своем открытии на берегу озера, стараясь сохранять спокойствие. «Утенок опасен?» – спросила она дрожащим голосом, чуть громче шепота. По мере того, как полицейские делали заметки и совещались между собой, Сара чувствовала себя все более изолированной. К вечеру весть об этом распространилась по всему городу. Инцидент в ветеринарной клинике, таинственный утенок и причастность Сары были самыми обсуждаемыми темами. Ранее гостеприимная ветеринарная клиника теперь была украшена правительственными транспарантами, офицеры быстро передвигались, опечатывая двери и выпроваживая немногих оставшихся посетителей. Сара почувствовала укол тревоги, осознав серьезность ситуации. Чиновники в лабораторных халатах провели несколько тестов, каждый мазок и укол усиливали ее беспокойство. «Что они ищут?» – размышляла она, ее беспокойство росло с каждой секундой. Вернувшись домой, Макс был явно выбит из колеи. Его уши навострялись при каждой сирене, и его беспокойное хождение казалось бесконечным. Передний двор Сары вскоре стал напоминать общественное собрание. Тихие улицы теперь были заполнены съемочными группами новостей, операторы толкались в поисках наилучших ракурсов, в то время как репортеры нетерпеливо разыскивали очевидцев. Внутри правительственного учреждения тяжелое положение маленького утенка продолжалось, он был отделен от мира толстым стеклом. Его крошечное тельце лежало неподвижно, если не считать случайного взмаха крыльев. Сара, услышав последние новости от официальных лиц, почувствовала прилив вины и пожалела, что не может присутствовать при этом. Дни, наполненные неопределенностью, тяжело сказались на Саре. Она чувствовала смесь вины, страха и разочарования. Почему она взяла на руки утенка? Правительственный чиновник прочистил горло, зал ловил каждое его слово. «Утенок», — начал он, заражен очень заразной болезнью. Вздохи наполнили комнату. Сара почувствовала, как у нее упало сердце, вспомнив свой тесный контакт с хрупкой птичкой. Через несколько минут из громкоговорителей раздались инструкции. Для жителей города.
Были установлены карантинные зоны, а улицы расчищены. Официальные лица действовали быстро, следя за тем, чтобы каждый потенциальный контакт был выявлен и изолирован. Наблюдая за точностью операций, Сара испытывала смесь восхищения и страха. Сару доставили во временную клинику, где ей дали ряд лекарств. Ей сказали, что таблетки защитят ее. В изолированной палате утенок, которого медперсонал теперь называет храбрым, столкнулся со своей величайшей битвой. Медсестры и ветеринары окружили его, на их лицах было написано беспокойство, но также и решимость. Шли дни, и город охватило ощутимое напряжение. Игровая площадка была пустына, а некогда оживленные улицы были устрашающе тихи. Сообщения об успехах Брейва приносили радость. Маленький утенок, демонстрирующий огромный дух, проявлял признаки выздоровления, к большому всеобщему облегчению.